16 апреля 2022 года состоялся очередной парад трамваев в Москве. О его результатах можно было прочитать тем же вечером в интернете. Итоги парада трамваев в организации метрополитена с привлечением собственной службы безопасности. На мероприятие был снят весь резерв выходных дней, по 4 человека на один музейный вагон, плюс оцепление ремонтного цеха депо. Народ шатался по административному корпусу и диспетчерской. Было несколько попыток вынести страховые полисы на линейные вагоны. Были пресечены самими нами попытки попасть в кабинеты начальства над диспетчерской. Регулярно выгонялся народ с внешней лестницы к этим кабинетам. Несмотря на наваленные штакетники и перевязь сигнальной лентой, мамашки хотели фоточек личинусов на фоне всей колонны вагонов. Были вскрыты специально закрытые трехгранкой кабины музейных вагонов Т3СУ. Снегочист 0112 был вскрыт расторможен реверсивкой. Из магистрали был выпущен весь воздух через единственный краник пневматического стеклоочистителя. С РВЗ-6, вернее с лестницы позади вагона и крыши, с трудом своими силами сгоняли народ. На КТМ-8 сломали сиденье в салоне и дверь кабины водителя. На поливочной Татре выломали среднюю дверь. В КТМ-1 дети и родители скакали так, что вагон не смог уехать своим ходом. Были перебиты магистрали от компрессора, проходящие под полом вагона. Хоть и сам компрессор метрополитен сделал через жопу. Вынесено вроде несколько трафаретов из диспетчерской, а это мы увидим. Были устроены стихийные и совершенно нелегальные танцы на площадке рельсотранспортера, а служба безопасности стояла рядом и мило улыбалась. Это мы тоже увидим. На абсолютно всех вагонах были включены батареи, и то, что все, что могло ехать, уехало само, это не иначе как чудо. Боженька помог однозначно. О том, как все это происходило, смотрите далее. Всем привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая, а я шагаю по Москве. И повод сегодня действительно стоящий. Ведь 16 апреля, ровно 123 года назад, в Москве открылась первая трамвайная система. Ежегодно проводится парад трамваев в честь этого замечательного события, но в последние 2 года из-за вируса он не проводился. Все-таки здоровье граждан оказалось важнее. Сейчас, когда все ограничения наконец-то сняты, парад проводится вновь. Но, к сожалению, в этом году он будет в несколько усеченном варианте. От депо имени Баумана до Останкинского пруда. Предлагаю не расстраиваться и полюбоваться на прекрасную эволюцию трамвайных вагонов города Москвы. А погода сегодня и впрямь ужасная. Апрель решил притвориться февралем. И сегодня около 0, идет дождь, идет мокрый снег и дует холодный пронизывающий ветер. Но погода не может испортить настроение. Тем более, что после парада можно будет осмотреть детально каждый вагон, но уже на территории депо, которую откроют всего на 3 часа. До выхода вагонов из депо у нас около получаса, поэтому я предлагаю посмотреть в щелочки ворот депо, что там происходит, как они готовятся и что там вообще есть интересного. А идем мы в депо вот по такой служебной ветке, которая уходит к нему от проспекта Мира. Да, вот та самая старая Москва, уютная, когда-то зеленая, одинокий трамвайный путь. Эх, вспоминаю, когда был мелким, катался на Татрах Т3, московской желто-белой ливреи. До сих пор этот цвет кажется каноном. Как всегда, именно на задворках депо все самое интересное. Просто вагон московского монорельса. Забавно, что монорельсовые дороги во множественном числе. Вот отсюда и будут выезжать наши вагоны. Это депо имени Баумана. Очень красивое и уютное депо, расположенное в самом центре Москвы. Идут последние приготовления, там репортеры, особые гости. Ну а мы постоим за забором вместе с веселой компанией. А рядом стоит буксир, уже наготове. 8-й КТМ.
Ну а пока до выезда есть время, пойдемте подыщем хорошую позицию для просмотра этой процессии. А тем временем представителей прекрасной транспортно-фанатской части населения становится все больше. Превозмогая холод, голод и пронизывающий ветер, эти люди ждут выхода трамваев. Но вагонов пока нет. Напряжение можно резать ножом. Народ ждет. Ну, а мы припарковались прямо вот здесь. Сейчас отснимем их первый раз и поедем в Останкино. Еще рано. Стрелку сделали. Вагон пошел работать. Беснуются, ждут. Не терпится им посмотреть на вагоны. Еще бы. 2 года не было подобного события. Пока мы с вами ждем, они уже зашли с тыла. Ну, движ начался. На 20 минут позже. Когда настолько любишь трамвай, что готов умереть под его колесами. А вот и красавица Татрочка. Прелесть какая. А за ней КТМ 8 в той самой окраске. Вот оно, мое детство.
Ну, ребят, поснимали, подогоняли. Теперь поехали обратно к депо. Там день открытых дверей. Пошастаем, посмотрим на эти вагоны изнутри. Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормально летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые голоса, а в них лежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я пиалку отыщу и вспомню о Москве. Шагаю по Москве, и я пройти еще смогу соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я пиалку отыщу и вспомню о Москве. Вот, друзья, идем вместе со всеми в депо. Народу, видимо, будет много. Можно сказать, исторический момент. Открытые ворота для всех желающих. У кого-то день открытых дверей, а у депо день открытых ворот. Такую спецтехнику не каждый день увидишь. Гномик. А вот эта классная штука, унимок. Да, вещь. На задворках депо, помимо орущего ребенка, есть интересная инфраструктура. На московском монорельсе после конечной остановки поезд проследует сюда для разворота на вот такой петле. Выглядит, конечно, монументально. Тихо стырил и ушел. Называется, нашел. Вот выездные ворота, через которые отправлялась колонна, которую мы преследовали. А вот и вагон монорельса. Вид, так сказать, сзади. Да, безумие, безумие. Охрана труда, как говорится, я не слышал. 608-е вагоны уже не эксплуатируются в Москве. Прокатиться можно только на буксире. И то, как вы понимаете, нелегально. Вот он во всей красе стоит в ожидании новых заданий. Мне, вот, знаете, нравится очень у КМов именно вот такая вот скошенная передняя часть снизу. Воистину, все самое интересное находится на задворках депо. Вот, например, 2 рельсошлифовальных вагона в сцепи. Собственно, рабочий орган. А тележки, да, обычные КТМовские. Очень интересно, что они двухкабинные. Прекрасный вид, рукопожатие. Так, посмотрим, что у него в салоне. Это круто. Грязный, как чушка. Такими звуками можно. Нифига не видно. Кстати, пробивается старая окраска. Видимо, когда-то он был красный. КТМ-5. Ну а здесь вагоны отставленные.
ремонтный фонд. Он за шкетами уже пошел. Да, ребят, уютненько на задворках. Я, конечно, не фанат новой техники, но Витязи прямо городские лайнеры. Такая колбаса. Сколько дверей, вот эта секция средняя. Целый поезд, а не трамвайный вагон. Так получилось, что мы зашли, что пустыло. Давайте без палева. Опа. Все, мы в законе. Ну, сказать, что народу много, не сказать ничего. Давно на таких мероприятиях не бывал. Ну, что сказать. Самое интересное нам, как всегда, не интересно. А вот брусчаточка, которая здесь сохранилась, вот это да, вот это атмосферно. На современных вагонах можно покататься в любой день недели, поэтому они не так интересны, в отличие от вот этого концепта. Уралвагонзавод, Р1, трамвай Бэтмена. Вещь. Но концепт так и остался концептом. Поэтому стоит тут эта тушка и радует всех посетителей. Привет! Ну что сказать, стильно. This is Урал Трансмаш. А, тебе не видно, вот. Ну, прижимай Собственно, руками вот пустой кузов. Концепт, он и есть концепт. Да-да, друзья, нам с вами туда. Ну, пойдемте здесь зайдем. Давай. По маршруту 26. Ух, прям молодость вспоминается. Можно присесть. Кайф. Хотя бы 14 поставили, да? Ну, хотя бы прилично. Естественно, люди толпятся у кабины. Самое интересное. Но. Нас интересует еще вот это вот. 94-го года. Вагончик. А вот так выглядит пост управления вагона вожатого. Радует контроллер а-ля метрошный. Народу, но сами видите. Что нам предложит Татра? О, Татра нам предложит воспоминания. Это сцепочка на том же самом месте. Сидушечки эти, когда-то они казались такими удобными. Ой, да они сейчас хороши. Самые уютные вагоны. О, вот это вообще козырные места. Ми-ми-ми. Да, вот так вот бывало, сядешь сзади, едешь. Кайф. Все видно, любуешься, что там позади осталось. Максимально уютные места. Здесь тоже есть заводская табличка. 87-го года трамвай. А вот эта надпись актуальна. Сейчас окна делают немножко другой конструкции, поэтому и высунуться из них трудно. А раньше открываем окошко. Оба! И вот мы уже снаружи вагона. Да, раньше было все-таки как-то душевнее жить. Нравилось больше. Закрываем. И пойдем посмотрим, что там у кабины. Ну и вот такой вот пульт. Здесь уже тягу педалькой. Есть удобная ручка. Чешские тумблера. На ЧС-2 стояли похожие. Очень уютно, эргономика, обзор. Лучшие трамваи в мире. Да, вот прям вот кадры из детства. Тележка, белая юбка кузова, желтая полоса и белый до крыши вагон. Двигаемся назад во времени и заходим вот сюда. Тут уже пол другой. Раритетный компостер. Да, сейчас такого уже не увидишь.
Да, но давка такая же, как и в более современных вагонах. Друзья, это тяжело показать, но народ аж вагон трясется. Супер. Ну и зря говорят, что транспортные фанаты самые агрессивные из всех. Вон, МТТА-2, Татру. Всех любят. Ну и как же не посмотреть кабину вагона-вожатого. Да, тоже контроллер, как на КТМах. Далее приборы управления. Интересная реализация стеклообогрева. На очереди НТВ. Но пойдемте попробуем. Это будет сложно. Да, здесь проход будет поуже. Зато сиденья. Полумягкие диваны. Ламп меньше. Естественно, там были лампы накаливания в плафонах. Вечером, наверное, было очень уютно в таком ехать. С работы. Здесь, кстати, классно окошки открываются. Вот так вот вверх. Правда, его хрен откроешь. Класс. Хром. Сейчас скажут, что это небезопасно. Да, небезопасно. Полное погружение в час пик. Так вот почему так долго народ не выходит. Оказывается, в кабину можно зайти и присесть, почувствовать себя настоящим вагоновожатым. А вот это наверху, я так полагаю, ВУшка. Такой мощный рубильник. Вот насколько прекрасен вагон, настолько жутко там внутри в толпу. Зато какая эстетика. Вы посмотрите, сколько деталей, сколько мелочей. Сейчас как-то все более однолико и зализано. Вагон-вышка контактной сети. Туда, понятное дело, не пускают. Хотя было бы интересно забраться наверх. А нет, смотрите, пускают. Друзья, где-то там скрывается КТМ-1. Моторный и прицепной вагоны. Вот симпатичное дизайнерское решение. 3 такие полоски символизируют скорость. Стильно. Но здесь вроде не такой хардкор. Пойдемте посмотрим. КТП-1. Прицепной вагон. Ну-ка, малыш нас пропустит. Ух ты! Ух ты! Татра прекрасная. Вот как-то так. Маленькое место. Наверное, чисто под детей, под ноги места вообще по минимуму. А так прикольно. Как в электричке. Я, конечно, не знаток, но я так полагаю, это ручной тормоз. Стоп-кран. Кайф. Его уже весь затюкали. Так, давайте заценим лавочки. Прикольные деревянные. Ну-ка. Да, зашибись. Окошко классно открывается. Такие фиксаторы. Здорово. Все-таки раньше форточки делали прикольнее. Также широкий ассортимент мест для одиноких. Только что мимо проходил шкет, который сказал так, ну как боженька смолвил. Легендарный трамвай Татра Т2, который открыл Татрам дорогу в Москву. Ну, не добавить, не убавить, так оно и есть. Пойдемте посмотрим на него внутри. Поищем отличия с троечкой. О, пульт совсем другой. Совсем удивительно. Сбоку амперметры. Сиденье. Обзор намного меньше. Но все равно свой уют и шарм есть определенно. Знатоки фотографируют. Да, и вот эти вот штучки, я помню. Табличку. Да. Ну, сиденья другие. Полумягкие диваны. Опа. Удобно. Самый любимый вагон
Татра Т3 с полупантографом, в заводской ливрее. Ну-ка, да, возьмем какой. Бедный аж трясется. Тыкоприемник колбасится, зеркало трясется. У вагончика явно перегруз. Ну пойдем подольем масло в огонь. Да, тот самый канон. Нет, сиденье там по-другому расположено. Там расположено чувакам. А здесь Обзор пассажирам лучше, чем водителю. Состояние просто в идеале. Приятно находиться в таких вагонах. И даже обилие народу все-таки не может побить этот кайф. Такого классного ретро в таком шикарном сохране. Не все йогурты одинаково полезны, не все трамваи одинаково красивые. Конечно, вкусовщина, но такой циклоп ЛМ-2000, ну, честно говоря, на любителя. Как утверждают, в Москве эксплуатировался аж 12 лет, а я такого и не застал. Ну, хреновый из меня транспортный фанат, что поделать. Ну нахер. Да что вы знаете о безопасности? Вообще безумие. Но круто. Все хотят посмотреть кабину рельсотранспортера. Кран детям игрушка. А вот и самый милый снегочист. Такую снегурку можно увидеть зимой. Из этих щеток извергается снег. Очень милое зрелище, особенно еще теплый ламповый желтый свет в сочетании с вечерним, зимним. Измайлов Роберт. Подойди, пожалуйста, к колонке музыкальной. Тебя здесь ждет мама. Неудивительно. Снегурку все облепили. Ну и неудивительно. Вагончик симпатичный, миленький, очень хорошо смотрится зимними вечерами, своим теплым ламповым светом. А как он красив, когда работает, а? Ох. Ну и, наверное, заключительный вагон в нашем обзоре, не обзоре, как назовете, поливомоечный на базе Татры. Вот в него можно и зайти. Очень понравилось стильное решение со светомаскировкой. О, нашелся. Да, оно того определенно стоит. О, уже меньше народу. Наши посмотрели, Запасы воды на весь салон, бочка. Ну, это, собственно, привод на поливалку. Насос. Кран, естественно, перекрыт. Пока не двигаются, можно, наверное, и посидеть. Хабальство. Для самых отбитых фанатов. В задней части, как обычно, валяется сцепка. И все в трубах, в кранах. Это розеточка. Вот такая вот. Друзья, собственно, здесь на галерке я и хочу закончить это видео. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте подписываться на канал, ставить лайки. Дальше будет еще круче. Любите трамваи. Всем пока.